Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, восстановление отдельных систем организма. В данной теме я показываю, каким образом в случае, когда речь идет о, например, самовоссоздании организма, уже после самовоссоздания человек может, например, себе восстановить отдельную какую-то конкретную систему, или же просто в технологиях самовосстановления, каким образом можно просто восстанавливать именно выделенные системы, функционально выделенные. В этом случае на уровне управления информацией необходимо сначала определить контур управления, что вообще из себя представляет отдельная система в организме. Например, с точки зрения того, как делает Бог, у него есть всеобщий ракурс управления, поэтому у него отдельная система, вот именно с точки зрения логики человека, может не отличаться от информации вообще. То есть получается, что выделение именно функционально различной системы – это и есть специальная задача в этом управлении. Поэтому в этом управлении необходимо сначала выделить структуру, которая соответствует восприятию первичному, что является отдельной системой. Обычно это какой-то симптомоуровень, да, то есть уровень какого-то восприятия человека, и человек, например, считает, что здесь нужно что-то, например, привести в норму. И вот когда на уровне информации он начинает выделять, что такое вот есть здесь, да, какая часть информации соответствует симптомам или какому-то уровню организма, может быть, какому-то органу и так далее, здесь нужно как раз-таки выйти в структуру организации информации вообще именно с точки зрения души человека. То есть человек должен увидеть действие души по отношению к себе, своей собственной душе. То есть каким образом душа, как внешнее управление, осуществляет, например, какой-то уровень организации информации. То есть либо это рост органа, например, да, либо это какое-то действие человека, и тогда получается, что то есть человек встречается фактически с тем, что когда идет развитие событий в будущее, человек встречается с тем, что подготовила душа, да, в его собственном развитии. Тогда именно выделение отдельной части – это как бы отдельная некая такая флюктация души. То есть действие фактически направленное к человеку и содержащее контуры некой информации, например, там норма здоровья в каком-то конкретном действии. И тогда здесь нужно увидеть разницу, почему человек, например, в какой-то элемент развития ощущает некую нестыковку. То есть он может сказать, что здесь что-то нужно восстановить, например, да? Как вообще душа распознает как бы уровень вот этой информации. С точки зрения души понятно, что душа все знает, и как бы здесь вроде как проблем нет, здесь сразу понятно, что есть не норма, а что есть норма, но с точки зрения именно того, так же, как делает Бог, душа производит именно эти флуктуации, вообще говоря, всегда нормированными. То есть получается, что именно вот эти вот выглядят они именно как флуктуации света некого. Вот эти вот нормированные флуктуации, фактически это есть уровень, который позволяет, в общем-то, иметь отличие, да, вот с точки зрения души, отличие – это все-таки не заложенный уровень управления. И тогда получается, что отличие человек привносит в систему управления от себя. То есть аналитика здесь такая, что он сначала воспринимает какую-то информацию на уровне коллективного сознания, и вот эти системы коллективного сознания начинают попадать в структуру действия. То есть фактически речь идет о том, что в действии души по отношению к человеку вводится система коллективного некого разума, да, управления. И в этом уровне коллективного сознания существует как раз-таки разница, связанная с некой, например, средней статистикой в данной системе управления или с какими-то отдельными случаями развития каких-то ситуаций, с неким накопленным опытом. То есть фактически речь идет о том, что предыстория какого-то процесса имеет значение в том случае, чтобы отделить как бы норму, да, развития от того, что является, например,
уровнем, который нужно восстановить. То есть отличие от нормы. Поэтому получается, что мы имеем дело всегда с коллективным опытом, как правило, и ориентация идет либо на опыт коллективный, либо на аналогичные системы управления. Ну, например, там простой пример, если человек где-то идет в лесу и заходит далеко в лес, ему нужно срочно найти место расположения, то есть там два варианта. Он помнит и идет сразу назад. Если он там сразу не вспоминает, то начинается поиск там, на 360 градусов, да, например, в управлении. То получается, что вот здесь вот выборка уже дальше логического типа, связанная с тем, как бы он сам сделал, во-первых, и как вообще в принципе в условиях управления действуют люди. И вот здесь вот начинается аналитика некая по уровню тому, как вообще выглядит там, северная сторона в лесу, южная и так далее. Да? Что проходит, например, там, в школьных программах. То есть получается, что выделение информации сводится к личному действию, но дальше идет коллективный фактор управления. И вот умение вывести управление в условиях даже того плана управления, что коллективное сознание может давать некую там отрицательную информацию, а диагностика события может быть неправильной, например, у человека с точки зрения отрицательного статуса. Потому что чем более как бы отрицательный статус закладывает человек для себя, тем более считается как бы не точной, что ли, диагностика. Потому что изначально человек всегда здоров, и вот если он фиксирует какой-то отрицательный статус, значит, где-то он же фактически форму какого-то коллективного сознания, где содержится отрицательная информация, старается ввести в структуру реализации своей собственной души, которая не воспроизводит отрицательного статуса для самого человека. И в данном случае речь идет о том, что вот почему он так делает, да? Берет и привносит это управление как бы себе в область каких-то событий. То есть отдельная система организма или отдельная функция организма здесь начинает реализовываться таким образом, как это, например, реализовано в большей степени в коллективном сознании. Значит, и здесь, как правило, имеет значение то, что он, например, там другого опыта не имеет больше, другого. То есть он имеет какую-то статистику, имеет какие-то формы доступа в систему коллективного сознания, а дальше он, в принципе, начинает преобразовываться под информацию, которая соотносится с этой фазой коллективного сознания. И получается, чтобы восстановить какую-то функцию организма, надо всего лишь навсего форму информации, может быть, даже не обязательно коллективного сознания, просто форму информации, которая содержит искажение, отключить от уровня естественного развития души в область, например, вечного развития. Например, для Бога он всегда здоров потому, что у него вечное развитие, это его как бы постоянный приоритет, это, в общем-то, одна из функциональных норм. Если, например, поставить задачу, как Бог должен там, восстанавливать функцию, например, вечного развития, по аналогии с тем, что человек может восстановить там, функцию какую-то организма, то функцию вечного развития, чтобы восстановить Бога с точки зрения человеческого, да, развития и управления, здесь, во-первых, вопросов как таковых как бы не возникает и не может быть, потому что Бог всегда вечен, у него функция вечного развития, она, естественно, существует. Да? Вот фаза коллективного сознания сразу же выводит в систему управления по нормированию этого плана. То есть, получается, Богу достаточно посмотреть на коллективное сознание людей, и у него вечное развитие обеспечено. Потому что для человека Бог существует вечно, и поэтому основная фаза коллективного сознания, она именно такая. Если, предположим, рассмотреть там отдельные точки зрения, что есть аналитика, например, там рождается какой-то человек, который говорит, да, для Бога все-таки нужно провести какую-то аналитику и сделать какие-то действия. Но основная фаза управления такая, что человечество считает, что Бог вечен, так и есть на самом деле. То есть человечество в большей степени воспринимает правильную информацию, и тогда никакой другой информации не остается. То есть у Бога есть только один путь вечного развития с точки зрения человека и человечества. И, значит, нормирование этой системы – это просто взгляд на эту точку зрения.
Если мы делаем как бы обратным отражением и смотрим, как нормировать систему человека, то получается, человек должен посмотреть на точку зрения Бога. А вот точка зрения Бога, она одна, что человек должен быть здоров, то есть он не вносит другие системы управления Бог. Тогда возникает вопрос, что нам нужно просто уметь посмотреть. То есть с какой стороны посмотреть, вообще как эту информацию выделить. И вот здесь возникает опять функциональный уровень управления. Вот здесь возникают связи в организме с точки зрения Бога. То есть когда Бог закладывал управление в организм человека. И здесь уже возникает уже абсолютно четкая градация того, что нужно сделать человеку, чтобы функционально восстановить какой-то тот или иной процесс. Ведь под гнетом, как бы под гнетом, ну в кавычках или там реально, коллективного сознания находится достаточно много людей в управлении, ведь ничего не возникает ниоткуда, да, скажем, если там никакого ранее там диагноза не было, который бы описывал какой-то ряд процессов по здоровью человека, то и такого процесса, вообще говоря, не будет. Все зависит от точки зрения, как правило. И поэтому здесь возникает именно управление такого типа и толка, что человек должен исключать все, что касается, ну, предположим, ненормированного развития какой-то функции там, организма, да, или там, человека, или даже событийной системы. То есть умение выделить в мыслеформе, значит, некую нормированную среду и умение привести мысль в соответствие с тем, что должно происходить в реальности. После того, как мысль приведена в соответствие, необходимо отслеживать реальность этого процесса на уровне восприятия информации как таковой. И вот здесь возникает некое такое действие, здесь задача, что значит, проще сделать так, чтобы сама мысль и была информация уже очищенная, так скажем, приведенная в норму, что все у человека нормально и благоприятно. То есть упреждающее прогнозное управление. Или, скажем так, прогнозно-ориентированное управление по типу упреждения какой-то ситуации. То есть умение выделить фрагмент ситуации, где развитие будущей мыслеформы заложено уже изначально как приводящее к норме. Значит, умение просмотреть как бы со стороны событийный ряд и в нужные точки ряда ввести как бы сдерживающее или определяющее управление. И при этом надо видеть, что там, где есть, например, отличие от нормы, ни в коем случае нельзя выводить управление на уровень, что это отличие какое-то очень уж проблемное. Нужно все время видеть следующий корень управления, что есть платформа, где всегда существует некая норма, во-первых, стабилизирующая будущие процессы. А во-вторых, когда вводится управление в эти участки, то это управление фактически оно таково, что оно производится на уровне вот этой вот некой такой резервирующей подложки, да, в управлении, в области оптики, если это рассматривать, то некая опорная оптическая точка, выглядит как подложка некая такая в управлении. То есть верхний слой и нижний слой подложки, так скажем. И когда вы начинаете делать управление, вот эта вот множественная резервность в управлении, она такова, что так же, как у Бога, в действии Бога, каждый следующий уровень обозначает и одновременно и первичный, и бесконечный, здесь возникает уровень больше даже иногда знаковый такой в плане управления, символизирующий какие-то системы в действии, например, там буква В, да, которая, может быть, если так посмотреть, в англоязычном варианте выглядит в виде там некой галочки, означающей, например, победа, да, или буква В в русском языке знак, приближенный к бесконечности, если ее расположить в горизонтальном варианте. И здесь получается, что мы видим управление больше в знаково-символической форме, где уже символы переходят в структуру преобразования в слово, например, да, и в систему реализации событий. Тогда получается, что чтобы привести в норму
какую-то позицию в управлении, мы должны видеть в событийно-знаковой форме отдаленные события в норме. То есть знак там, будущих событий должен быть позитивным. Не нужно расшифровывать сами события, потому что тогда получается, что много информации придется перерабатывать, а именно нужно рассматривать процесс, когда мы видим следующую как бы знаковую форму благоприятной. То есть в данном случае речь идет о том, что мы должны выделить область функционального управления в уровне, где как бы элемент, который нужно восстановить у человека, он воспринимает этот именно элемент, информацию будущего, как позитивную информацию. То есть там идет, например, там, выздоровление, да, или идет улучшение событий, если это событийная система. Тогда получается, что исходя из этого мы можем видеть, что вот именно восстановление какой-то отдельной функции в управлении – это, как правило, система, которая позволяет, ну, сама процедура вот восстановления, во-первых, корректно выделить управление, то есть умение выделить управление таким образом, чтобы границы управления были четко определены. Потому что вот здесь вот очень важно видеть граничные условия управления. То есть как выглядит граница, которая стыкуется как бы с внешней информацией. То есть эта область должна быть несколько автономной в информации. Хотя в самом, например, организме все системы связаны и существует монолитность некой информации, то здесь как раз-таки, если нужно что-то восстанавливать, здесь получается более разреженная, более как бы пролонгированная в событийную систему область. Отличие в том, что организм здоровый имеет ну, как бы некую автономность, которая достаточно универсально перемещается как бы, в системе информации, практически мгновенно достигает систем, любых в управлении, то в случае, если в организме нужно какую-то функцию восстановить, эта функция, она как бы дает шлейф, стелится на уровне какого-то определенного объема информации. И вот этот объем – это есть именно та функция коллективного сознания, которая содержит информацию о таком процессе. И вот если мы берем и эту систему просто как бы приподнимаем над общим уровнем коллективного сознания, управление, то есть действие, в принципе, механическое такое, на уровне механистическое, в плане управления, что ли, оптических элементов, что мы просто берем и с этой некой формы, этот шлейф в виде светящегося такого уровня некой дорожки приподнимаем и оставляем в взвешенном состоянии. Тогда, получается, рассредотачиваются оптические связи, и они, в первую очередь, должны попасть в точку зрения человека. Да? То есть человек должен сначала иметь нормированный уровень, вот возникает элемент нормы. Это, кстати, как механизм лечения можно применять очень эффективно, что выделение формы, ну, соответствующей некому там, болезненному состоянию человека, из системы связи, жестких связей, да, этой единицы информации, приводит к тому, что сначала человек имеет норму. Если он эту норму держит, то эта форма не возвращается полностью. Как правило, даже если уметь ну, как бы частично приподнять эту форму, там, то уже идет выздоровление. Чем больше человек начинает приподнимать в управлении, тем более он здоровым быстрее становится. Поэтому здесь вот именно выделение формы – это и специальная задача, и поэтому вот я сказал, что нужно выделить сначала саму область информации, что из себя обозначает область, значит, та, которая соответствует ну, некой там, не норме в управлении. Так вот, выделив и сделав какие-то, в общем-то, действия, направленные на то, чтобы мы получили управление сбалансированное, то есть ряд мероприятий, которые бы определяли дальнейшую стратегию, да, выделение действия слова, либо первичный звук слова, там, либо следующий звук слова, мы получаем то управление, что переход уже в действие вашей личности, это есть определенный уровень, который уже учитывает все следующие связи. То есть достаточно выделить один сегмент управления в виде, как я сказал, локальной величины, и сделав мероприятие по нормализации, мы попадаем в систему всеобщей информации, где существует уже необходимость действовать в соответствии с тем, что
вы находите на уровне, например, так скажем, следующих задач. Вот что является следующей задачей в процессе действия? То есть производится действие, и вы видите, что задачей является следующая функция, там, например, организма. Да? Ведь в данном уровне управления есть задача действия в момент все-таки самовоссоздания, например, организма, самовосстановления организма в целом. Тогда получается, после того, как основное действие проведено, существует необходимость восстановить отдельные функции до уровня логической нормы. Тогда вот отслеживание этих отдельных функций, это есть тоже вот задача, которая является задачей просто системной организации личности в условиях самовоссоздания и дальнейшего управления по нормированию всех связей управления. Ведь по сути это и элемент лечения в том числе, причем часто достаточно мощного уровня лечения. И здесь иногда нам приходится говорить о том, что лечение может быть только однозначно эффективным, быстрым. И тогда получается, что вот этот элемент, он позволяет как раз-таки находить корни такого, например, лечения, корни такого управления, когда мы можем выделять системы, которые позволяют решать фундаментально наши задачи. То есть они именно в этой системе выделяются как фундаментальные законы управления, например, в условиях самовосстановления, например, саморегенерации каких-то органов, систем, функций человека. И тогда здесь вот именно связь между всеобщим действием, действием макроспасения и личным действием по восстановлению какой-то локальной величины в организме приводится к тому, что в первом уровне восстанавливается какой-то элемент после предварительного выделения его в информации, затем отслеживается внешним контролем, что необходимо в этом действии продолжить фактически, и уже дальше рассматривается процесс, который соответствует постановке дальнейших задач. Вот здесь очень важно увидеть уровень, что есть такой план управления в данной технологии, что дальнейшую задачу нужно еще поставить после этих двух предварительных действий. И дальнейшая задача, она часто не определена в первые миллисекунды в момент просмотра этой информации. То есть в чем вообще отличие функционально измененной системы? Хоть в чем-то, хоть на уровне информации. Может быть, человек совершенно здоровым, но за счет того, что в коллективном сознании существуют какие-то планы управления, не совершенные, что ли, в плане технологического управления, или если некое заболевание, то существуют какие-то симптомы. Вполне может быть, что человек не болеет этим заболеванием, но симптоматика в коллективном сознании определяет некие стереотипы его мышления. И вот здесь возникает вопрос, что в принципе как таковое заболевание по большому счету значения не имеет, какое у человека, может его вообще нет, например. А имеет значение только лишь его способ восприятия. И тогда получается выделение этой функциональной системы, это умение в своей собственной душе, фактически, в том состоянии души, когда, воспринимая душу внутри своего организма, человек видит сам организм изнутри. То есть все внешние системы, это есть системы именно внешние по отношению к внутреннему уровню души. Именно здесь получается, что душа именно можно написать даже так, что если так это записать, например, в виде слова, двух слов, это как души-организма. То есть здесь существует такая связь, что душа как материальная часть организма, где процессы уже созданы, тканевые, например, в интервале будущего, если рассмотреть дискретную модель создания человека, с точки зрения Бога, ведь Он создает весь мир одновременно в каждую секунду, то получается, каждый следующий миг это есть созданная система в будущем, но в текущем времени существует элемент до создания. То есть каждый, получается, прошлый элемент времени содержит элемент создания будущего с точки зрения этого подхода.
Ведь для Бога без разницы, что создать один раз весь мир, что его постоянно, каждую секунду создавать заново. Да? В этой вот философии получается, что мы можем находить точку, создания своего собственного организма, но рассмотрев процессы прошлого в большей степени. Но вот здесь вот очень важным элементом этой характеристики прошлого является то, что прошлое, которое все время взаимодействует с будущим. Это вот специальная, это прошлая информация. Она выглядит как именно, так скажем, динамическое прошлое. Информация – это как подвижная некая система, которая постоянно находится в фазе прошлого, но при этом все время стремится стыковаться с процессом будущего. Реально так и происходит. Мы, опираясь на данную конструкцию прошлого, строим будущие процессы. То есть нам нужно из текущего времени все время находить доступ к этой фазе прошлого. Выглядит это как то, что в текущем времени вы имеете фактически доступ непрерывный и бесконечный, а чтобы попасть на миллисекунду в прошлое, вам придется использовать огромный ресурс, чтобы войти на какое-то мгновение, так скажем, миллисекунду, хотя есть допустим уровень и такого высказывания, как, например, миллимгновение, да? Подразумевая, что очень маленькое, в общем-то, действие времени. Например, есть понятие мгновения, а миллимгновение это, в принципе, имеет и другую, в общем, некую такую характеристику. Есть понятие миля, например, да? И если там видоизменить одну букву, мы получаем миллимгновение. То есть, ставя тире, мы получаем удлинение, наоборот, пространственное. В системе, например, понимание просто какого-то разового действия. Например, просто мгновение. Получается, что работая, предположим, словами, мы можем найти связи, то есть обосновать некую связь, чтобы получить переход прошлого, даже какого-то разового элемента больше в будущее, нам надо увеличить пространство в прошлом. Например, миля, да, большое расстояние. То есть пространство должно быть существенно выше времени, опорного уровня времени. Тогда мы получаем переход в будущее, фактически за счет структуры управления прошлым. Нам тогда не нужно, например, находиться все время в текущем времени, где есть какая-то проблема. А мы можем постоянно работать с внешних позиций. И пока мы находимся в системе внешнего управления, проблема фактически постепенно решается, или мгновенно решается. Человек, например, выздоравливает. Стоит только войти внутрь задачи, как приходится ставить много резервных внешних управлений, чтобы сдержать управление из-за того, что есть, например, фаза коллективного сознания, которая практически мгновенно возникает в фазе управления. Что из себя представляет коллективное сознание? Это есть форма информации, да, форма некая, соответствующая какому-то процессу и действию. И хотя эта форма возникает не всегда и не везде, но существуют, например, какие-то инициирующие факторы, то формально проявление какой-то, например, негативной информации, это все-таки больше элемент текущего времени. Для человека наиболее принципиальным здесь является, что в текущем времени он может иметь какую-то информацию, которая, возможно, негативно могла бы располагать его дальнейшее управление, так скажем. Поэтому он должен это преодолеть. Следовательно, если мы эту информацию либо обходим, либо переводим в структуру прошлого, или мы переводим в структуру будущего, где исключены фазы таких событий, то мы опять имеем уже устойчивое управление в текущем времени. Значит, получается, что очень эффективным методом является то, что вы сначала входите в систему коллективного сознания, в будущее, изымаете элемент, соответствующий, например, функции восстановления, что вам нужно восстановить. И, изымаете, что это есть вообще проблема какая-то существенная. В будущем из коллективного сознания просто изымаете этот элемент, да, управления. Это делается несложно. Достаточно только его выделить как некий светоуровень,
приподнять, как я сказал, над некой матрицей, на которой этот цветоуровень находится, и поддержать какое-то время волевым усилием, чтобы он рассеялся. При этом он не рассеивается вовсе, он просто переходит в фазу других доказательств. То есть доказывается, что, например, данная система не проблемна. Вы где-то находите данные, может быть, там вещественные, из каких-то газет, книг и так далее, что проблема такого типа решается, более того, она, может быть, вообще не существует как проблема. То есть она для человека может быть совершенно проста в решении. И если такая информация существует, то это, значит, облегчает управление, то человек может в основном сконцентрироваться на этой фазе управления. Тогда получается функциональный план по макроуровню восстанавливается на какой-то позитивной информации. Ее можно, в принципе, создать, не обязательно базироваться на том, что вы имеете на как бы вещественном уровне управления, да, в виде каких-то данных, которые есть в коллективном сознании, потому что часто приходится ведь работать над уровнями управления, которые в коллективном сознании могут не существовать просто. Вы впервые можете заложить какую-то технологию, например, да, по спасению. И поэтому здесь получается, что основным все-таки элементом упреждающим является выявление именно своего фактора управления, где технологии должны прикладываться как технологии, которые решают ваши задачи. То есть они могут быть не связаны с известной информацией. Если по аналогии с тем, как вот, как я сказал, там путник смотрит в лесу, что можно предпринять, то здесь он тогда должен сделать нечто следующее, как бы, что не существует в опыте, например, да, и нечто следующее может помочь ему там быстрее найти дорогу, например. Получается, что чтобы он обязательно нашел дорогу, он должен сделать элемент управления, который содержит все системы нахождения, да, этой дороги. То есть на уровне управления, как делает Бог, он значит, закладывает в систему управления все варианты решения и реализовывается максимально оптимальный вариант управления у Бога. Значит, получается, у человека, чтобы оптимальный вариант реализовался, он должен вложить как можно больше самостоятельного действия. Да? Как он может вложить? Например, чаще обращаясь к Богу, самый верный, да, и там простой, может быть, относительно простой, так скажем, но тем не менее всегда верный путь. Он закладывает собственную инициативу в систему будущих событий, обращаясь к Богу, там, прося о помощи где-то, да. Но при этом, так как он должен действовать самостоятельно, должен сам уметь работать, он должен больше закладывать, если когда такая возможность появляется, самостоятельных действий, которые бы обеспечивали норму его развития. То есть фактически он развивает собственную личность, структуру будущих событий. И когда он начинает развивать личность в уровне каких-то управляющих действий, как бы такого плана, что он начинает контролировать уже систему самостоятельно, по крайней мере, он ставит цель, ее там так или иначе начинает реализовывать, то мы видим, что именно восстановление вот какого-то функционального уровня, значит, человека или вот даже управления, так скажем, это есть комплексная задача, в которой часто в отдаленном уровне управления уже ненормированной какой-то функциональной системы не существует. То есть ведь в будущем действительно даже логически при правильном управлении человек обязательно приходит в норму. По большому счету душа человека всегда ориентирована на точное управление, он всегда может прийти в норму. Вопрос только в том, что он делает, сколько он времени, ресурсов тратит, например, своего мышления, да, на решение какой-то задачи. Поэтому в будущем, получается, область опять она как бы отсутствует, та, которая функционально нарушена, например. И с точки зрения души это совершенно точно, у души ни в текущем, ни в будущем времени не должно быть каких-то систем, которые бы воспроизводились неточно или имели бы какие-то проблемы, какие-то бы имели нарушения. Значит, чем дальше в будущее, тем точнее соответствуют события ваших личных инициативных действий с состоянием вашей души, с тем состоянием, которое воспроизводит какую-то информацию для вас же. И действительно, чем больше человек развивается, тем больше у него возможностей
применить знания для того, чтобы привести в соответствие с первоначальным уровнем души, где все нормально. И получается, что исходя из этого, мы можем совершенно четко видеть, что вот именно бесконечное там, будущее развитие, там, где устойчивое будущее, бесконечное будущее, оно выявлено как более все-таки омоложенное состояние души. По логике, ведь в более молодом, более начальном состоянии там более благоприятно именно складывается система, да, управления у человека. Значит, здесь вот некий такой нелогический, в общем, несколько даже не соответствующий обычной логике развития процессов, возникает уровень, что душа в бесконечность, там дальше она молодеет, получается. И исходя из этого, мы можем тогда очень четко определить, где же состояние души. Чем мы точнее определяем, тем больше волевых систем мы вкладываем личностных, да, в систему управления, тем точнее получается наше личное управление. Значит, находить уровень своей собственной души можно, ну, во-первых, те, кто знает оптику, он может просто выявить сразу, но именно фактор молодости, большего омоложения, более молодого состояния, это и есть фактор, по которому нужно двигаться. Значит, чтобы нормировать события, надо привести к более молодому, более начальному уровню действия души, то есть к более нормированному ваше управление, и путем наложения этой информации на как бы молодой, да, след души мы начинаем выравнивать ситуацию уже в личностном контексте. И ведь логически так и есть, душа, развиваясь в бесконечное время, вот у Бога есть понятие такое, как развитие души, да, он может развить свою душу настолько, насколько он захочет. У человека в большей степени речь идет изначально о структурировании души, изначально данной. Но и здесь вот элемент развития уже заключается в том, что чем дальше по времени, тем душа становится ближе к Богу. А значит, получается, логически она моложе становится. Ведь изначально она создана была Богом как бы в прошлом, да, считается. А раз душа, которая была создана, как считается, в коллективном сознании в прошлом, при развитии времени становится более молодой, так как приближается к Богу в познании, например, то видно, что для Бога понятие начальной, как бы, или там, следующей точки создания в логическом понимании не существует. Но вот душа в состоянии воспринимать вот эти промежуточные состояния реальности фактически, да, то есть душа может воспринять элементы перехода, то есть динамические формы изменения информации. Кстати, эти формы очень мощно меняют информацию. Вот можно мгновенно стать, там, например, здоровым человеком. Просто мгновенно, уловив эту волновую систему. Для познания достаточно только две ветви развития ситуации. Посмотреть на Бога, как Он, например, создал душу, да, с точки зрения логики в прошлом, молодое состояние души, там, через миллисекунду после создания. И посмотреть в бесконечное будущее, где душа опять молодая, да, имеет такую же фазу. Значит, мы определяем свойства души такой же, как у Бога, что душа не меняется, вообще говоря. А раз она не меняется, значит, о каком вообще заболевании может быть речь? Вообще тогда это, ну, просто как, выглядит как парадокс какой-то, отличие от нормы в этом случае, если мы с этой точки зрения смотрим. И получается, что таким образом мы фазу коллективного сознания, где содержится некая отрицательная информация, мы отодвигаем в сторону, которая уже не влияет на личность человека. Как только нам удается это сделать, все, человек попадает в фазу здоровья, там, норма событий и все. А дальше уже его собственная инициатива, дальше он может учиться и делать так же, например, да, бесконечное время. А может там не учиться, тогда больше будет нужно делать тем, кто помогает этому человеку. И получается, что со временем-то он же все равно должен научиться. Вообще, как происходит процесс обучения, да, с точки зрения Бога? Бог поставил задачу бесконечного развития своей собственной сущностью, да, там, личностью, так скажем. А ведь все равно все научатся. То есть где существует механизм обучения, который как бы не зависит даже от желания человека, получается. То есть он может учиться, может не учиться, все равно он будет вечно жить со временем.
То есть получается, что где-то находится некий такой эволюционный элемент, который развивается сам по себе, да, как бы. В чем элементы эволюционного развития у человечества? Ну, так же, как, например, там, просто по аналогии взять, в системе, там, в любой макросистеме, где уровень следующего звена системы, он там бесконечный фактически, здесь нужно просто несколько инициирующих систем, то есть несколько людей там, или там, несколько тысяч, миллионов людей, которые идеологически воспринимают эту реальность как данную, или там, которую необходимо реализовать, например, там, вечное развитие. Когда они начинают воспринимать или понимать, что она существует, что она, по крайней мере, удобно там, эта реальность, с ней соглашаться, то возникает элемент следующий, он очень ну, как бы, так, выглядит на уровне оптики как очень мощный уровень действия света, напоминающий некие пучки света, или там салют некий такой, где видны процессы развития от однотипного понимания. То есть если один понял какую-то сверхзадачу, ну, выглядит, может быть, она сначала как сверхзадача, вечное развитие, хотя на самом деле, как я говорю, это как раз-таки просто обычная норма мира, которую нужно осознать и воспринять. Но, тем не менее, в общей логике, как я сказал, в коллективном сознании нужно выравнивать управление, и именно когда видна она как сверхзадача, то начинается очень бурное развитие структуры коллективного сознания. Тогда получается, что само коллективное сознание реагирует по-разному, либо не воспринимает данную систему сполна, то есть она существует локально у ряда личностей, но при этом где-то происходит накопление этой информации. И вот здесь есть тонкость, что умение перевести управление, например, на самовосстановление в том уровне, где именно коллективное сознание, ну, как бы не полностью эту информацию, там, скажем, как бы реализовывает, да, в большей массе, ну, например, там статистика какая-то по каким-то процессам там, лечения или там, излечения заболеваний. И эта статистика говорит, что да, там есть какие-то отдельные проценты, например, там, полного излечения, например, там, мгновенного, но в большей степени, возможно, это проблема, да, более серьезная. Но ведь человек может не болеть, в принципе, этим заболеванием. Он может просто воспринимать, что да, возможно, это такое заболевание, а вдруг он не болеет, например, да? Первая информация просто. Сейчас, в принципе, даже любые средства диагностики, нельзя сказать, что они все-таки абсолютно точные. Всегда можно сделать управление, там, например, видоизменить систему получения диагностических каких-то данных при уменьшении или исключении диагноза. И тогда получается, что мы имеем всегда такую, ну, в общем-то, динамичную очень систему управления, где варьируется любой уровень, лишь бы получить доступ именно к макродействию. Вот когда вы начинаете анализировать, где же существует уровень, ну, как бы более фундаментальный, что ли, как повлиять на всю реальность, чтобы все сделать быстро, там, или сделать, чтобы это было обязательно точно, то здесь как раз-таки нужно искать свое личностное действие в любой информации, глубоко личностное, то есть точно личностное действие, которое бы находилось в системе, в общем-то, любых связей, там, любой информации, как вот, например, Бог опознает себя, например, да, в действии. Он везде видит глубинный смысл своих собственных действий, в первую очередь, с точки зрения логики человека. То есть видит следующий уровень действия, глубокий, фундаментальный смысл, который не открывает, например, сразу. И он ему не нужен, ибо он реализован в событиях. Вот для Бога очень глубокий смысл там, бесконечного будущего, как отражение, реализован в текущих событиях. И, например, если рассмотреть сон там, человека, да, что там проявлены какие-то фундаментальные события, но они реализованы в виде образа, в виде действия. Вот человек, когда видит сон, он часто подразумевает какой-то внутренний смысл, он как бы неким там третьим чувством, неким свечением со стороны сердца воспринимает фундаментальный уровень, который переводится в образы. Тогда вот вопрос, а как же смотрит сны Бог, например.
То есть тогда какие он воспринимает образы в этом случае, по аналогии с человеком? Здесь получается, что он видит больше самого себя, получается. В самом более, более явном, что ли, виде, где любая реальность — это есть его собственное действие. То есть для него, с точки зрения человеческой логики, это то, что он как бы вот здесь только что недавно прошел, сделал, и когда он к себе обращается, там уже реальность. То есть он все время себя видит на каком-то удалении. Вот он смотрит на какую-то местность. Местность существует. Вот только что он здесь был. Но местность есть, а он где-то опять уже вообще в другом месте. И когда он начинает анализировать, а где же тогда он? Он видит себя в этом месте находящемся. Вот, например, там сон Бога, да? Это фактически его собственная реальность, воспроизведенная в системе сна, то есть в системе самовосприятия, где он фундаментальный смысл фактически видит в реализации действия, своего собственного действия, именно собственного, основанного на том, что он поставил какую-то задачу изначально перед собой, и вот постановка задачи выбрана его собственным действием. Вот здесь вот есть нюанс такой своеобразный, что когда он сам ставит перед собой задачу, задача же должна быть внешняя. Вот как у человека, чтобы человека научить, он должен реализовывать события. Все организовано, в том числе некими внешними процессами, да, считается. И человек воспринимает задачу из совокупности некой внешней информации. Вот чтобы восстановить какую-то функцию организма, часто надо просто из совокупности внешней информации выделить нормирующие действия этой реальности. Тогда все восстановится как бы само даже по себе, да, считается. И вот у Бога выделение информации — это ведь основная, получается, сложность для Бога — поставить задачу самому себе. То есть ему нужно суметь фактически как бы создать аналогичную тому, которую воспринимает человек, реальность. А здесь получается, что с точки зрения, например, сна, да, если сна Бога, так скажем, ему проще воспринять, если не конкретно во сне, то воспринять какую-то задачу с точки зрения того, что реальность уже сформирована, несет какую-то информацию, и он ее использует, чтобы поставить себе задачу. То есть Бог сознательно ставит задачу, предварительно создав внешнюю реальность, которая формирует ему задачу. То есть он специально разделяет это по времени, потому что если бы он, например, не разделял, не вводил там время, то получилось бы, он везде создатель, он все создает тогда, где вообще постановочная часть. Все создается мгновенно, там нет понятия постановки задачи. И вот выделение этой части, то есть создание интервала времени, начинает раздвигать пространство управления. То есть это есть влияние на физическое пространство. Кстати, если постараться вот эту технологию продумать и пройти вот по этой сегодняшней лекции, по сегодняшнему семинару моему, вот именно последовательно, буквально по словам, можно войти именно в эту нишу, где пространство начинает разделяться, то есть расширяться. Тогда можно через расширение пространства попадать в любую систему управления. И вот начинается полная свобода воли, да? Полная свобода действий. То есть человек еще и потому полностью свободен, что у него бесконечный доступ открыт на уровне информации. И тогда получается, что здесь, вводя в фазу разделения, то есть расширения пространства, какое-то действие, мы всегда можем добиться совершенно новой информации. Например, полное здоровье, чтобы первично не складывалось на уровне управления, какие бы данные не существовали в коллективном сознании, вошли в структуру постановки задач, вошли в допостановочный уровень, или, как я сказал, в пространство, где Бог расширяет пространство, и ввели, расширили, и все. Там достаточно чуть-чуть только расширить уровень новой некой свежей информации, да, ввести, и все. И вот эта информация, это и будет норма здоровья, норма всего, например, да, норма всех событий. Тогда восстановление именно какого-то локального уровня здоровья
через этот план, или даже какого-то глобального уровня событий, там, через этот план этот уровень восстановления реализовывается очень просто, потому что там эта точка, как бы вот это раздвижение пространства, она очень четко видна и находится всегда в одном и том же месте. Изначально же Бог создал души людей так, что место было определено уже следующим уровнем развития. То есть каждый себе выбрал, да, место. И получается, что здесь мы видим очень эффективный механизм, где идет стыковка обычного действия с уровнем души человека. А это уже получается полная гармония и очень устойчивое управление, устойчивое развитие. Значит, человек здесь уже четко понимает, и даже он здесь уже знает, что он имеет вечное развитие. Тогда на него ничего повлиять не может. То есть он не может попасть в какой-то отрицательный статус. Что бы ни происходило, у него всегда есть позитивное будущее. И вот это есть мощнейший уровень восстановления там, организма, восстановления любой локальной системы, даже глобальной системы, когда человек имеет уверенность именно технологического плана. Кроме убежденности, он еще может технологически это направление выявлять и реализовывать в виде конкретных технологий, например, вот таких, как сейчас я показал, путем именно привнесения совершенно новой информации или использования информации, которая наиболее оптимальна. То есть полная управляемость, позитивная информация, да, точно обеспечена благоприятной развитию. Причем всеобщим сильной передачей опыта другим людям. Наращивается коллективное сознание, которое решает задачи, что колоссально важно вообще для цивилизации в целом, для человечества. И, естественно, для самого человека часто в первую очередь. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.